Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет такая интересная тема, как спаять два провода без паяльника. Бывают в жизни случаются ситуации, когда что-то нужно спаять, а паяльника под рукой нет. Ну, где-нибудь на природе, либо в гостях. Что нам понадобится для этого? Для этого нам, в принципе, достаточно обычной свечки небольшой. Но по трагической случайности свечки под рукой у меня не оказалось. Так-то будем мастерить свечку, а точнее лучинку. Что понадобится нам для этого? Ну, вот обычная баночка, крышечка от баночки из-под кофе. Масло обычное, растительное, хорошо, на самом деле оно горит. Наливаем крышечку. Ну, хватит. Берем обычный кусочек КБшной тряпочки, можно какой-то веревочки и так далее. Я возьму алюминиевую проволочку. Алюминиевая проволока, в отличие от олова, у нее температура плавления намного выше. Нам нужно просто сделать небольшой фиксатор. И опять же не перетянуть непосредственно поток масла. Я потихоньку подымался. Так, лучше нам на чем-то замотать. Так, 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 пойдет. Делали колечко. Ага, вначале давайте сразу пропитаем. Тряпочку пропитываем маслом. Далее. Оп, тянули. Так, топим. Ну, в принципе, замечательно. Все, держится. Даже вверх и держится. Теперь, где у меня зажигалка? О, поближе, чтобы было видно. Поджигаем тряпочку. Поджигайте. Вот, загорелось. Так, берем два обычных проводочка медные, скручиваем их, делаем обычную скруточку. Так, так, воспользуемся для удобства третьей рукой. Главное, единственное, что изоляция может загореться. Так, и начинаем, в принципе, паять. Паять олово. Хорошо загорело. Все, замечательно олово тает. Прям даже чересчур. Не успеваю его размазать. Ложится прям лепешками. Единственный нюанс, что изоляция сгорает. Чересчур у меня пламя получилось повыше поднять. Так, эта сторона пропаяла. Давайте перевернем. Так, вот, пламя уменьшилось, будет покруче. Прям замечательно олово тает. Температура плавления у нее небольшая. Ложится. Ну, в принципе, все. Подкоптилось, конечно. Пламя было слишком большое. Но вот, соединение. Ух ты, бутылка упала. Скрутка не удержала. Наляпал. Ну, делал не старался, на скорую руку, чтобы показать, что, в принципе, при небольшом источнике огня можно сделать очень хорошую спаечку. Прям хорошо спаялось. Ну, еще бы несколько сантиметров олова сюда. Не, разорвать невозможно уже. Спайка замечательная. Ну, немножко изоляции подкоптила. Опять же, все это дело можно спрятать в термоусадочку, либо изолентой сверху пройти. Но соединение прям меня радует. Хоть в музей. Выкладывай. Ну, вот такая технология. Всем спасибо за внимание. Если видео было интересно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще очень много интересного. Параллельно я веду сейчас проект с пушкой Гаусса. На днях должны прийти конденсаторы. Будем увеличивать мощность. Также на канале будет много видео с простыми и сложными схемками
усилителей, передатчиков, ну и всяких прикольных штучек. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.